Привет, я Саша Капуста, это канал Твой Шрифтовый Фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами попрактикуемся на букве С и Щ и используем скин-фильтр. Мы подготовили скин в виде отдельной буквы, отдельной ячейки, поэтому мы сейчас открываем букву С. И что нам нужно? Нам нужно рядом поставить букву П. Из нее мы будем брать основу вот эту фигуру. В общем, мы будем отсюда брать. Я выбираю Contour Tool, жму Ctrl-C, Ctrl-V, делаю то же самое на вот этом слое. Теперь что нам нужно сделать? Нажимаю букву Е и переворачиваю этот элемент вверх ногами. Все у нас подготовлено. Теперь я выбираю тот узел, на который мы с вами будем крепить этот скин-фильтр. Выбрал узел, дальше элемент, добавить скин-фильтр. Здесь у нас появляется такое окно, в котором мы можем увидеть те скин-фильтры, те компоненты, которые у нас есть в нашем шрифте. Если вы их не видите, возможно, у вас здесь что-то переключено. Это как раз таки засечки угловые, это наверху на буквах, которые крепятся, это сегмент и dash компонент. В общем, мы выбираем первый corner компонент. Вот у нас появился. Теперь я выбрал его, жму ОК. И у меня сразу все стало на место. Делаем то же самое на другом слое. Я достаточно часто пользуюсь этим, поэтому я сделал комбинацию клавиш Ctrl Num5 и в целом делаю это за 2 секунды. Все, нажимаю точку с запятой, проверяю вариативность, все у меня прекрасно работает, C меня полностью устраивает, но если вдруг она у вас прикрепилась, например, вот так, или как-нибудь вообще непонятно вот так, то скорее всего, в первую очередь, на что вам нужно обратить внимание, это на положение вот этих якорей и на направление этого контура, то есть они должны совпадать. Вы можете сделать left здесь, но тогда он должен двигаться против часовой, и приклеивать вы его должны к контуру, который идет против часовой. А если вдруг у вас вот так вот все сделано, переделать вы не хотите, то на самом деле не обязательно все перерисовывать, достаточно поиграться с вот этими переключателями и вот этим отзеркаливанием, чтобы поставить его на место. Но так как я изначально сделал все правильно, у меня все и стало сразу куда нужно, и мне даже не нужно ничего дополнительно здесь делать. Одной из самых важных частью corner компонента является положение якоря Origin. Если я его сейчас изменю, то и вот эта фигура у меня тоже изменится. То есть если я вот так начну двигать, вы увидите, как видоизменяется наш скин-фильтр. То есть он пытается вот эту точку прикрепить, оставить ее, скажем так, на контуре. Вот этот узел тоже оставить здесь, но так как вот эту точку я смещаю, у меня он тоже здесь начинает уезжать. Поэтому если у вас что-то где-то съехало, обязательно проверьте, что точка якоря Origin находится на пересечении. То есть если мы посмотрим вот здесь, вот этот синий квадратик, это и есть тот самый якорь Origin. А вот здесь у нас начало и конец контура. А если мы с вами сделаем вот этот узел не там, где находится right, то это у нас отразится на контуре таким образом. То есть технически он клеит его сюда, но из-за того, что у нас он заканчивается не там, где нужно, он и ломает непосредственно сам основной контур. Если мы сделаем этот якорь в другом месте, та же самая история произойдет. Если мы поднимем его, вот тут уже есть нюансик. Вдоль самой оси контура мы можем его вертикально поднимать, опускать, и то же самое делать с вот этим якорем. Так, я пытаюсь его сейчас выбрать. Ага, выбрать мне его не получается. Ну, в общем, идею вы поняли. Для чего это нужно? Не всегда right и left должны находиться непосредственно здесь. Я бы даже сказал, мы сейчас вот так вот сделаем. Просто сместим. И вот этот тоже немножко вот так сместим. Зачем это бывает нужно? Когда мы будем с вами когда-нибудь делать шрифт с засечками, у нас там будут диагональные элементы. И вот положение диагональных элементов со стандартным вот таким положением якорей не совсем корректно происходит. Поэтому нам нужно будет их двигать вдоль Y либо вдоль оси X, чтобы более корректно ее спозиционировать на диагонали. Поэтому здесь пока нам это не нужно, поэтому мы можем все это вернуть на место. Но основную идею вы поняли, что положение якорей на самом corner компоненте напрямую влияет на то, как это будет работать на самом контуре. В общем, вот у нас готова буква С, в принципе сложного ничего нету, вариативность работает, сделали буквально там за 1 секунду букву С. Теперь по такому же принципу давайте сделаем букву Щ.
которая у нас похожа на букву Ш, поэтому делаем двойной клик. Можем сделать даже вот что. Мы помним, что мы можем его прикрепить на элемент reference, поэтому я добавлю элемент reference из буквы Ш. И что? И добавлю сюда просто этот corner компонент. И вот тут у нас может произойти вот такая штука. Мы видим, что у нас случайно буква Ш, то есть ща, решила куда-то убежать. Почему? Потому что, во-первых, обратим внимание на направление. У нас вот эта стрелочка находится внутри, то есть она смотрит внутрь. Это не очень хорошо. В идеале она должна смотреть наружу. Попробуем изменить направление контура, и у нас теперь она, буква ща, убегает в другую сторону. Но, по крайней мере, теперь у нас вот эта часть работает правильно. То есть вот здесь этот хвост и должен быть. Попробуем сделать то же самое здесь. Напоминаю, элемент и добавить skin фильтр. Я просто использую комбинацию клавиш, которую я сам назначил для себя, и мне так проще. Здесь та же самая история. Во-первых, у нас все поломалось. Во-вторых, что мы меняем направление контура, все вроде бы хорошо относительно, но не совсем. Нам это нужно исправить. Но при этом, как мы видим, у нас, правда, не в реальном времени, но тем не менее, снизу вот не в реальном времени, а здесь в реальном времени связь между ними сохранилась. Это очень хорошо, поэтому если вдруг мы потом в будущем захотим, например, сделать ее поуже, это у нас все произойдет от буквы ща. Ну, в общем, давайте решим проблему. Почему у нас вот здесь она задублировалась? Дело в том, что когда я рисовал букву ща, я ее делал из двух букв П. Просто перевернул, сдвинул, склеил, и получилась вот такая буква. А так как я ее делал из буквы, даже, наверное, я из буквы С изначально делал, когда просто готовился, поэтому у меня уже к этому символу, к этому узлу изначально был применен skin фильтр. Как я это могу понять? Если я открою панель нод, я увижу, что на нем стоит SK1. SK1 это значит то, что у этого узла есть название, в данном случае SK1, поэтому когда FontLab анализирует этот контур, он находит соответствующий skin фильтр на ноде и название такое подходящее ему, и приклеивает туда skin фильтр. Но если мы посмотрим на другие, то мы увидим, что здесь названий нет, то есть они безымянные. Но одна из них имеет имя. И вторая, которая вот здесь, она тоже имеет имя. Именно поэтому, когда мы с вами приклеиваем к одной точке, к одному узлу, у которого есть SK1 в названии, то он делает то же самое и на вторую точку, потому что там тоже есть это название. Чтобы у нас вот эта штука пропала, нам нужно просто-напросто выбрать вот это ошибочное название в этом узле и нажать сброс. Что произошло? У нас сбросилось все с двух. Нет, все нормально. Это я просто не то посмотрел. Здесь у меня остался SK1, здесь какое-то новое название N10, но нам это не интересно, какое название, главное, что не SK1. И все, вот здесь у нас все починилось. Теперь смотрим сюда. Здесь та же самая история. Мы можем это здесь сделать, здесь SK1 и здесь SK1. Выбираем вот этот узел, сбрасываем, все пропало, и вариативность у нас работает. Отлично. Буквально там за пару движений мы с вами сделали еще и букву ща. Самое главное, что когда мы поставим рядом букву С, только здесь нам нужно, знаете, что в букве С выставить правильные метрики. Во-первых, здесь он должен равняться букве H, а здесь я сделаю букве О, просто чтобы она поуже была, и скопирую на другие мастера. С буквой ща мы сделаем точно так же, только я не буду их на H и на O ссылать, я их сделаю сразу на букву С. Здесь и здесь. И теперь, когда я вот здесь буду изменять какие-то метрики, они у меня автоматически здесь тоже изменятся. Все это дело я копирую. Все, skin фильтр у нас добавился. В чем это удобно? В том, что у нас теперь вот этот хвост полностью идентичен в двух этих буквах. Если я вдруг захочу его, два раза кликаю, он у меня открывается, я вдруг захочу его увеличить, или, например, изменить его форму, вот так, оно у меня изменится сразу во всех. То есть это безумно удобно. И учитывая, что у нас будет огромное количество букв в расширенной кириллице, где такой элемент повторяется, это очень-очень сильно экономит время.
Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.